Начинаем последний месяц 2024 года. Сегодня 1 декабря. Поговорим сегодня с вами про обстановку на фронте, про проблемы украинской мобилизации, ограничения на поставки оружия и многое другое. Всем привет. Спасибо, что смотрите эти сводки. С вами, как всегда, Руслан Левий. Вторую неделю подряд самым активным участком фронта является юго-западная Донецкая область – Временский выступ. Активизация затухания фронта словно идет такой волной по всей области. Когда-то мы говорили о резком продвижении в районе Торецка и Нью-Йорка с одновременным наступлением в сторону Селидова. Дошло даже до того, что после захвата Селидова мы в публичных комментариях говорили следующее. Если украинская армия срочно не предпримет меры, то вопрос выхода на окраины Покровска – это вопрос недель, а не месяцев. Потом активность перетекла южнее. Невельский карман, атака на Горняк и Кураховку. Далее был Угльдар. Вот совсем недавно операция по окружению укрепрайона Курахова и кармана в долине реки Сухие Елы. И теперь вот Временский выступ и атака на Великую Новоселку. Это та самая тактика поиска слабых участков обороны. То есть российские войска переправляют усилия туда, где получается продвигаться. Это приводит к заметным продвижениям, о которых все говорят, что, в свою очередь, приводит к перенаправлению украинских резервов и подкреплений на этот участок фронта для его стабилизации. Потом ситуация повторяется снова на следующем участке фронта. Итак, Великая Новоселка. На западном фланге атаки на Временский выступ ситуация за неделю не поменялась. После захвата села Ровнополь дальнейших продвижений не было. Но за прошедшую неделю российские подразделения заметно продвинулись на восточном фланге атаки, захватив поселок Раздольное, а также дошли широким фронтом непосредственно до Великой Новоселки. Правда, основная часть населенного пункта отделена от наступающих сил рекой Кашлагач, являющейся прямым притоком реки Мокрые Елы. На соседнем от Раздольного участке передовой наметились попытки российских войск атаковать в сторону сел Константинополь и Андреевка. Между ними как раз проходит трасса Н-15, являющаяся ключевым элементом снабжения укрепрайона Курахова. Во многих предыдущих сводках я говорил вам, что российская армия, скорее всего, попытается перерезать трассу Н-15 в районе села Дачное, которое находится в 8 километрах восточнее Константинополя и Андреевки. Но, похоже, не решили охватить сразу больший район, перерезав трассу западнее. Эта неделя началась с проникновения группы российских солдат в центр города Курахова с последующим закреплением в одной из панельных пятиэтажек. В дальнейшем это позволило другим группам российских военных продвинуться в восточном районе Курахова, постепенно приближаясь к основной городской застройке. Эту тактику некоторые прозвали тактикой тонких вклинений. Суть этой тактики заключается в следующем. Формируются небольшие группы солдат, которым ставится задача быстро преодолеть открытый участок местности и зайти, закрепиться в одном из зданий основного района застройки населенного пункта. Под открытым участком местности я имею в виду пространство за пределами населенных пунктов. Это могут быть дороги, поля, лесопосадки. Эти участки особенно опасны для продвижения, поскольку на них нет укреплений, защитных сооружений, и они отлично просматриваются с воздуха на много километров вокруг. На этом этапе остановить и поразить наступающие силы сильно проще. Если же солдаты каким-то образом все же смогли преодолеть этот отрезок и забежать в первые дома, то дальше выкурить их оттуда очень сложно, особенно учитывая проблему дефицита личного состава ВСУ. Закрепившись в жилой застройке, эта группа российских военных может начать атаковать украинские позиции с тыла, внося дезорганизацию в локальные участки обороны украинских сил. Это, в свою очередь, в случае успеха позволяет уже основным силам заходить в город или село и брать его под свой контроль. Сейчас мы видим такую ситуацию с Кураховым. Ранее мы видели аналогичную ситуацию с городом Купянск, когда две колонны российских военных преодолели 10 километров и десантировали пехоту в жилой застройке в восточной части города. Аналогичную ситуацию мы видели и с городом Торецк. Иногда таким вклинением помогают условия местности. Например, после захвата города Селидова российские войска двигаются ровно вдоль железнодорожной ветки, идущей до самого Покровска. Двигаясь по железнодорожным путям, они последовательно захватили за последний месяц поселки Вишневая, Григоровка, Петровка, Пустынка, Желтая. И ясно, что дальше они повернут в сторону села Новый Труд, поскольку туда же поворачивает и железнодорожная ветка. Железнодорожные пути удобны для продвижения, поскольку являются таким искусственным возвышением, что позволяет лучше вести наблюдение за местностью, запускать беспилотники и налаживать связь.
А в случае ближнего боя они работают как условный бруствер, за которым можно прятаться от пуль и от осколков от разрывающихся снарядов. Важнейшим элементом, влияющим на боеспособность украинской армии прямо сейчас, является нехватка личного состава. Поэтому сразу нескольких крупных западных СМИ на этой неделе вышли статьи, в которых американские чиновники призывают Украину немедленно снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Хотя я такие комментарии американских чиновников связываю с тем, что это уходящая администрация. Черт его знает, что там Трамп наворотит с этой войной. Но если будет подписано соглашение о прекращении огня на невыгодных для Украины условиях, то надо же на кого-то свалить вину. Вот и продолжает политику в духе «мы вам все необходимое давали, сами виноваты, что не смогли воспориться, нормально». Как там говорят? Победа 100 отцов, а поражение всегда сирота? Так ведь? В своих сводках, интервью, комментариях, публикациях я стараюсь разбирать происходящие события с точки зрения военной политики и стратегии. То есть, как те или иные действия могут повлиять на действия такой-то армии, в чем ее уязвимые моменты, а где они превосходят противника. Стараюсь меньше касаться политической части, меньше эмоциональной стороны. Оставляю все это для вас. Опыт этой войны разбирают на многих специализированных конференциях и форумах, где профессионалы спорят о том, какие уроки нужно извлечь из происходящих событий, как строить свою военную политику, как модернизировать армию и так далее. Выступая на таких конференциях, я стараюсь донести понимание, насколько одно влияет на другое. Например, особенно первой половины прошлого года мы постоянно видели сообщения о нехватке артиллерийских снарядов и техники. Сколько мы слышали рассказов о том, как на 10 пущенных Россией снарядов приходится один украинский. Сколько мы наблюдали за тем, как долго и со скрипом согласовывалось выделение танков. Потенциальный призывник, который видит всю эту ситуацию, не будет мотивирован идти в армию. Особенно, если к этому добавлять сообщения про отсутствие ротации, отпусков, про то, как отдельные подразделения по году находятся на передовой. В итоге, когда не было снарядов и техники, это подкосило личный состав. А теперь наоборот, отсутствие личного состава подкашивает и укрепления, и технику. Укрепления, фортификационные сооружения накопали, но людей нет и их оставляют. Тратили силы, деньги на то, чтобы все это создать, а в итоге все на ветер. То есть затягивание поставок техники и боеприпасов, на мой взгляд, наряду с другими факторами, напрямую повлияло на проблему мобилизации. И сейчас тоже не то чтобы наблюдается какой-то избыток техники. Теперь вот я слушаю эти призывы снизить мобилизационный возраст сразу до 18 лет. Извините меня, но когда я читаю такое, я вижу, что тут у человека экспертиза по этой войне близка к нулевой. Те, кто внимательно следят за поступающими с войны видео, вот у меня вопрос к вам. Много ли вы увидели молодых парней возраста от 25 до 35 на кадрах с фронта после предыдущего снижения планки призывного возраста? Может, не в границах возраста проблема? Тем более, что если домой с фронта начнут возвращаться гробы с 18-летними пацанами, это огромная политическая проблема. Что касается фортификационных сооружений, которые понастроили, то на неделе мы видели кадры боев из районов Кураховского водохранилища и из района Новогродовки. И там украинские оборонительные линии были прям как по учебнику. Все грамотно накопано и построено. Поставлены бетонные доты, то есть огневые точки. Но при этом они на тех же кадрах совершенно пустые. Там никого нет. Я не считаю, что снижение призывного возраста до 18 лет закроет проблему нехватки личного состава. Все-таки люди не роботы. Надо решать проблемы внутри армии тоже. Если у вас проблемы с ротацией, плохим командованием, нехваткой техники и боеприпасов, то люди будут уклоняться от повесток. А те, кого уже призвали, сбегать с линии фронта. И вот украинская генпрокуратура сообщает, что с 2022 года больше 100 тысяч солдат были обвинены в дезертирстве. Так что проблему нехватки людей надо решать не путем понижения планки призывного возраста. И желательно не такими варварскими методами, как в нашей российской армии, где даже изобрели слово специальное – обнуление. То есть убийство служивца за то, что он пытался сбежать с передовой. Сейчас уходящая администрация Байдена пытается напоследок дать максимум техники, сколько успеет. Для этого они уже расписали больше 6 миллиардов долларов на помощь Украине и собираются каждый месяц до президентства Трампа выделять от 500 до 850 миллионов долларов помощи. Но, судя по всему,
все 6 миллиардов реализовать до 20 января, то есть до вступления Трампа в должность, не успеют. Поэтому в теории он может использовать нереализованные остатки помощи как рычаг давления. Причем давить он может на обе стороны. Украине он может говорить, что заморозит поставки, если Зеленский не пойдет на переговоры. Путину же наоборот. Он может говорить, что если он не пойдет на переговоры, то поставит больше помощи Украине. При этом 7 стран Европы, а именно Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Норвегия, Польша и Швеция, пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину в ближайшие месяцы. Подразумевается, что они будут действовать, что называется, по датскому формату. То есть, когда техника и боеприпасы закупаются на украинских же заводах. По части уроков войны в этой сводке я хотел бы подсветить еще один момент. Принципиальный нейтралитет, закрепленный в законодательстве страны, это не всегда хорошо. То есть позиция «мы ни при каких условиях даже не продаем оружие воюющим странам», это звучит, конечно, красиво. Но для швейцарской оборонки теперь это обернулось убытком, потому что европейские страны из-за этих ограничений перестали закупать ее оружие. Или вот возьмем пример Южной Кореи. У них в законодательстве тоже есть такая норма. И именно поэтому они отказались даже продавать оружие Украине. Производители различной военной техники из Южной Кореи пытаются конкурировать на мировом рынке с европейскими и американскими производителями. Польша закупила немало техники для себя у Южной Кореи, например, танки К-2. И это может ей неприятно аукнуться. Вот представим, что Польша оказалась в состоянии войны. Как и на любой войне, армия теряет технику, например, те же танки. Им нужно восполнять потери. И, конечно, желательно восполнять той же самой техникой, которую вы и потеряли. Потому что вы же обучали своих солдат на нее. Но тут возникает проблема. Поскольку вы в состоянии войны, то новую технику Южная Корея вам не продаст. По крайней мере, до тех пор, пока война не закончится. Так что закупка вооружений у стран, имеющих такие ограничения в законодательстве, это спорный вопрос, напрямую влияющий на вашу обороноспособность. И на месте министров обороны разных стран я бы не покупал у Швейцарии и Южной Кореи технику, на которой нужно обучать солдат. Различные боеприпасы – это еще окей, потому что они взаимозаменяемы по калибру, как правило. А вот танки, пожалуй, нет. Кстати, швейцарское правительство объявило о запрете экспорта польскому поставщику военного оборудования, называется УМО, после того, как выяснилось, что около 645 тысяч швейцарских боеприпасов оказались в Украине, что является нарушением швейцарского законодательства. Мы полагаем, что речь идет про боеприпасы калибра 35 мм для самоходных зенитных установок «Гепард». В ночь на прошлое воскресенье украинская армия снова нанесла удар ракетами «Атакамс» по объекту в Курской области. Под удар попал комплекс противовоздушной обороны С-400. За эти дни появились уже и фотографии уничтоженных машин, и данные о погибших офицерах. Известно про 5 погибших военных и 3 сотрудников компании «Алмаз Антей», которые, видимо, занимались ремонтом установок этого комплекса. Сообщается, что уничтожена радиолокационная станция этого комплекса и 2 пусковые установки. Тем временем Великобритания тайно поставила Украине новую партию из нескольких десятков крылатых ракет Storm Shadow. И это первая такая поставка при новом британском премьере Кире Стармере. Точное количество поставленных ракет неизвестно. Эта информация держится в секрете. Российские военные, в свою очередь, готовятся к новым воздушным атакам. Согласно исследованиям таких украинских аналитических команд, как Front Intelligence Insight и Киберборошно, на многих российских авиабазах стали появляться укрепления для защиты авиатехники. В том числе на тех, которые попадают под радиус действия ракет «Атакамс», «Storm Shadow» и «Скальп-PG». В частности, известно про строительство укреплений на авиабазах Миллерово в Ростовской области, Крымск в Краснодарском крае, Бельбек и Саки в Крыму, Халина в Курске. Иногда даже в российской армии наказывают за вранье в докладах о мнимых успехах на фронте. В частности, своей должности лишился командующий группировки войск «Юг» генерал Геннадий Анашкин. По данным Z-каналов, увольнение Анашкина – это последствия скандала с командирами, которые вводили вышестоящее командование в заблуждение об обстановке на северском направлении. Ранее Z-блогеры писали, что командиров нескольких подразделений Вооруженных сил России сняли с должностей после того, как они соврали начальству о взятии нескольких сел под Северском. В частности, своих должностей лишились командующий и начальник штаба 3-й общевойсковой Луганской Северодонецкой армии, а также командиров 6-й, 7-й и 123-й бригад Вооруженных сил России. Подобные ложные доклады
приводит к большим потерям среди российских подразделений, которые вынуждены атаковать вслепую, опираясь на неправильные данные. Многим знакома крылатая фраза из 22 года: «Идите туда, там никого нет». С таким напутствием часто местные командиры отправляли российских солдат прямиком на украинские позиции, из-за чего несли потери. Любопытным, что за такое вранье генерала Анашкина не погнали санными тряпками из армии с позором, а назначили руководить военной академией имени Фрунзе. Будет передавать опыт грамотного управления войсками, так сказать, следующим поколениям российских офицеров. А в качестве домашнего задания я предлагаю вам без подсказки Гугла попробовать угадать, кто руководил этой военной академией с сентября по ноябрь 2017 года. Пишите в комментариях. Последние несколько дней у моих сотрудников олдскулы сводят. Маарет эн-Нуман, Сиракип, Идлиб, Алеппо, Дара. Сколько лет мы занимались аналитикой по Сирии, до чего знакомы нам все эти пейзажи на кадрах. И имена. Абу Мухаммад Аль-Джулани, Фарук Шами. Чему я это все? На этой неделе сирийская группировка Хаят Тахрир аш-Шам совместно с рядом оппозиционных группировок начала наступление на позиции армии Башара Асада. Они уже взяли под свой контроль крупнейший город Сирии – Алеппо. Сейчас режим Асада как никогда слаб. Когда-то от падения его спас Путин, послав наши войска в эту далекую страну. А вот как быть Асаду теперь, когда вся армия России занята, да и лишней техники, которую можно было бы отдать, нету? Большой вопрос. Сирийский филиал Аль-Каиды дождался самого удобного момента, когда крупнейший союзник правительственных войск Сирии максимально слаб. И максимум, чем может тут помочь Россия, это авиаудары. Возвращаемся в CIT образца 2015 года. Открываем старые материалы, наработки, вспоминаем арабский язык и садимся снова наблюдать за Сирией. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами через 7 дней. Всем пока.